Интересные факты. Т-10 – советский тяжелый танк. Т-10 – индекс ГАБТУ, объект 730. Первоначальное наименование – ИС-5. В 1952-1953 годах переименован в ИС-8. 28 ноября 1953 года принят на вооружение и был повторно переименован в Т-10. Производился серийно в 1954-1966 годах. Состоял на вооружении советской армии в течение 39 лет. Последние Т-10 были сняты с вооружения уже российской армией только в 1993 году. Несмотря на то, что в некоторых источниках танку Т-10 приписывается наименование на финальных стадиях испытаний ИС-9 и ИС-10, данные обозначения ему на самом деле не присваивались. Обозначение Т-10 было дано исходя из того, что ИС-8 являлся 10-м по счету принятым на вооружение советской армии серийным тяжелым танком. Последний, 10-й по счету, наиболее совершенный советский серийный тяжелый танк послевоенного поколения, разработан КБ ЧКЗ в 1949-1952 годах для замены в войсках тяжелых танков ИС-2, ИС-3 и ИС-4 по причине превосходства в надежности и маневренности. Броневой корпус и башня. Корпус танка выполнялся из катанных и штампованных броневых плит при помощи сварки. Танк обладал рациональными углами наклона брони, лобовая часть корпуса выполнялась по схеме «щучий нос». Верхняя лобовая деталь толщиной 120 мм имела угол наклона в 57 градусов к вертикали. Борта выполнялись из верхних наклонных и нижних гнутых деталей толщиной 80 мм и имели переменный угол наклона от 60 до 0 градусов к вертикали. Вооружение. Основным вооружением Т-10 являлась 122 мм танковая пушка Д-25ТА с длиной ствола 48 калибров, являвшаяся развитием пушки Д-25Т, устанавливавшейся на танках ИС-2 по ИС-4, в свою очередь созданной на базе пушки А-19. Пушка оборудовалась двухкамерным дульным тормозом и горизонтальным автоматическим клиновым затвором. Также орудие оборудовалось электромеханическим досылателем снарядов и гильз, позволившим повысить скорострельность до 3-4 выстрелов в минуту против 2-3 на предыдущих моделях ИС. Выстрел производился посредством электромеханического или ручного спуска. Боекомплект орудия состоял из 30 бронебойных и осколочно-фугасных выстрелов раздельно-гильзового заряжания, размещенных в хомутиковых и лотковых укладках на полу боевого отделения. Двигатель и трансмиссия. Двигатель Т-10 – V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизель жидкостного охлаждения В-12.5 мощностью 700 лошадиных сил при 2100 оборотов в минуту. Рабочий объем двигателя 38,8 литра. Трансмиссия состояла из коробки передач планетарного типа, 8 передач плюс 2 заднего хода с гидравлическим управлением, механизма поворота и двухступенчатых бортовых передач. Ходовая часть. Подвеска катков независимая, торсионная. С каждой стороны корпуса располагались 7 сдвоенных опорных катков с металлическими ободами и 3 поддерживающих катка. Ведущие колеса задние, зацепление гусениц цевочное. Гусеница стальная мелкозвенчатая с шагом трака 160 мм и шириной 720 мм. По западным данным было выпущено около 8000 танков Т-10 всех модификаций. Если это соответствует истине, то его можно считать самым массовым тяжелым танком в истории танкостроения. В последующие годы, по мере поступления в войска современных боевых машин, танки Т-10, Т-10А, Т-10Б и Т-10М передавались в парки на долговременное хранение, а частично отправлялись на разделку. Тяжелый танк Т-10А, представленный в видео, являлся модернизированным вариантом танка Т-10 и имел обозначение объект 731. Он был принят на вооружение приказом министра обороны СССР от 11.06.1956 года. Его серийное производство было организовано в 1957 году в Челябинске. Модернизированный танк отличался установкой пушки Д-25ТС с измененным затвором и эжекционной продувкой канала ствола, а также применением стабилизатора вертикального наведения пушки ПУОТ «Ураган».
гидрополукомпаса ГПК-48 и ИК прибора механика-водителя ТВН-1. Вместо прицела ТШ-2-27 устанавливался перископический прицел ТПС-1 и дублирующий телескопический прицел ТУП. Подписывайтесь на канал ЛТ Денис Фактс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч!